Привет! Сегодня глянем сразу на 3 инструмента для создания звуковых эффектов. И этим видео я открываю творческий конкурс по саунд-дизайну. Забегая вперед, скажу, что принять участие может каждый, у кого есть даже небольшие навыки по работе со звуком. Условия простые, а победителей будет несколько. Но сначала глянем на призы. Это будут 3 инструмента для саунд-дизайна от компании Tsugi, разработчика в области процедурного аудио. И 3 победителей получат по одному из этих инструментов. Но я считаю, что это не самое главное. Ладно, про конкурс чуть позже, а пока глянем на первый инструмент, который пригодится для создания звука почти всему, что движется. О нем на канале есть подробный обзор, поэтому сейчас только напомню. DSP Motion позволяет за секунды буквально нарисовать с помощью мыши или планшета звуковой эффект. Вообще процедурная генерация дает возможность не использовать сэмплы, а именно создавать звук на лету. Плюс гибко подстраивать уже нарисованный звук. В DSP Motion можно также настроить рандомизацию параметров и отрендерить целую библиотеку одним кликом. Более подробно о наборе звуков и как это работает я рассказывал в обзоре, посвященном только этому инструменту. Если кратко, то набор звуков DSP Motion заточен под звучание перемещений, движений, транзишнов, преобразований и все в этом духе. Очень полезный инструмент, часто меня выручает. Кстати, да, сам я в конкурсе не участвую, только его провожу. А второй приз – это его прямой потомок, который позволит нам озвучить какие-нибудь действия, причем кинематографичные. Это DSP Action. Интерфейс похож на прошлый, но здесь доступны новые типы или характеры для звуков, а также масса новых звучащих материалов. DSP Action пригодится при саунд-дизайне динамичных видео, тизеров, трейлеров. Тут нам даются звуки ударов, а также электронных звуков для графических интерфейсов. Все для впечатляющих и ярких сцен. Есть также отдельные режимы для самых разнохарактерных движений, а также трансформаций и переходных процессов из одного состояния в другое. В остальном почти все так же. Рисуйте звук нужной длительностью, а тому, что нарисовали, можно поправить ряд параметров. Добавить эффектов для какого-либо характера. Звук, как и раньше, меняется от положения курсора и от скорости его движения. Есть те же пресеты с траекториями. Но есть и серьезное отличие. DSP Action имеет графические триггеры. Когда мы пересекаем их, либо запускается сам звук, либо в нем происходит изменение согласно выбранному типу движения. Разработчики испытали массу вариантов разбиения поверхностей, чтобы мы могли получить самые интересные сочетания. Плотность, ориентацию, размер и расположение этих графических триггеров можно поменять для расширения и без того обширной палитры звуков. И обратите внимание, теперь в каждом типе свой набор, что еще увеличивает количество вариантов. Кстати, помню, в одном из прошлых видео на канале я показал звук для сценки краш-теста. Так вот, эту сцену на 99% я озвучил с помощью DSP Action, разве что кроме первоначального удара. Все, остальные призвуки я нарисовал сам.
есть пост, где я подробно показываю разбор этой сцены. И если вам интересно, можете по слоям подробно увидеть и услышать, из чего собран этот саунд-дизайн. В общем, DSP Motion и DSP Action с одной стороны похожи, а с другой предлагают разный набор звуков и их характеры извлечения. Оба отлично дополняют друг друга и полезны при озвучании моушн графики, логотипов, анимации, быстрого создания библиотеки эффектов для игрового звука или просто для лейеринга с другими звуками. И в этом случае они меня очень часто выручают. Этих инструментов хватит для большинства задач и, казалось бы, чего еще для счастья нужно. Но он открывает еще большие горизонты для саунд-дизайна. Это GameSynth. И это не просто инструмент, а целая лаборатория процедурного аудио для еще более тесной работы со звуком игр и любого видео. Здесь создание звуков самого разного характера и назначения, а также их настройка, выходит на новый уровень. Я постараюсь вкратце раскрыть основные возможности, чтобы дать представление о потенциале GameSynth. Начнем с простого. Здесь основные команды: создать новый, загрузить, сохранить проект, или здесь это называется патч. Можно загрузить готовый патч из хранилища. GameSynth можно сравнить с библиотекой звуковых эффектов, но только каждый звук гибко настраивается. Сюда еще заглянем. Тут рендер звуков с подробными настройками, либо экспорт в другую программу: Unity, Wwise, F-Mode и другие. GameSynth работает как в сочетании с программами для игрового звука, так и может создавать банк из патчей самостоятельно, со всеми данными и поддержкой разных платформ. Тут пути сохранения всего и вся. Help-центр — это советы, руководство и видеоуроки, а здесь прописывается версия программы. Далее самое интересное — вкладки для моделирования разных типов звуков. По сути, это отдельные инструменты. Первый глянем подробно, а по остальным станет все понятнее. Итак, во вкладке Whoosh моделируются звуки рассекаемого воздуха. Сперва рисуется траектория. Но теперь можно фиксировать несколько линий для более насыщенного звука. Здесь пресеты траектории. Можно их рандомизировать, а можно прописать код в C# для более сложных и точных движений. Тут есть и свой набор. А в новой версии можно закидывать и свою векторную картинку. Далее настраиваем огибающую звука, длительность, форму. Опять же, можно создать рандомно, либо вообще загрузить другой звук, чтобы повторить его форму волны. Можно вообще не использовать этот блок. Далее есть 4 варианта источника звука. По умолчанию слышно только Deflectors. Здесь создаем массивность или вес предмета с помощью фильтров на шуме. Эти пресеты помогают оттолкнуться. Кстати, помню, меня спрашивали, можно ли в DSP Motion рисовать своими звуками. Так вот, там нельзя было, а в GameSynth можно, во вкладке Sample. Еще можно подмешать синусоиду, но четвертым источником может стать любой патч, созданный в любой вкладке. Затем работа с LFO. А Variations настраивает вероятность рандомизации основных параметров. Кстати, вообще многие параметры можно рандомизировать в выбранных границах. Теперь каждый раз будет создаваться немного отличающийся звук, и можно отрендерить до 100 вариаций. Еще есть эквалайзер, насыщение гармониками и дилей. А вообще в каждом инструменте тут есть пресеты для вдохновения. Еще можно автоматизировать параметры или управлять одновременно несколькими разными параметрами, изменяющимися по разным кривым. А если вы работаете с анимацией, моушеном или захватом движений, можно импортировать данные из других программ и привязать к автоматизациям. Создав свой патч, можно сохранить его со специальными тегами. GameSynth поддерживает систему USC для классификации звуковых эффектов и быстрой навигации по библиотеке. Стоит отметить, что весит патчи совсем немного. Можно создать набор именно нужных патчей звуков и рендерить только в нужный момент, а не хранить гигабайты звуковых библиотек годами. Следующий инструмент — Impact.
Здесь моделируются удары и прикосновения к разным поверхностям. Учитываются резонансная и шумовая составляющая материала. Есть пресеты и подробные настройки. Плюс и сюда можно загрузить свой сэмпл. Еще можно добавить поверхность, по которой будто что-то трется, шероховатая либо гладкая. В скетчпад теперь можно загрузить любую картинку и выбрать, от чего еще будет меняться звук, от оттенка, яркости или от чего-то другого. Теперь давайте глянем вкладку «Ретро». Здесь удобно создавать электронные звуки. Звуки по типу 8-битных игр и UI-звуки, то есть для пользовательских интерфейсов. Если вы работаете с синтезаторами, то вам уже знакомы осцилляторы, арпеджиатор, фильтры и матрица модуляции. Здесь сила модуляции определяется яркостью ячейки, где устанавливается, на какие параметры влияют LFO и огибающие. Все довольно просто. Ну а на скетчпаде можно внести дополнительные модуляции при желании. Из эффектов предлагаются биткрашер, который приближает звучание к старым игровым приставкам, и просто обогащение гармониками. Particles позволяет создавать аудиотекстуры на основе частиц любых звуков, другими словами, гранулярный синтез. Настраиваются форма, объем и скорость появления частиц. Продолжительность звучания и скорость воспроизведения. Ну и самое главное, источником может быть любой ваш звук или даже несколько звуков. А если выбран какой-то тональный звук, есть возможность генерации звуков с привязкой к какому-либо ладу. Полезно для мелодичных эффектов. Следующий глянем Footsteps. Здесь работа над шагами персонажей, причем в составе разных движений с разной интенсивностью, в разной обуви или без нее. Настраивается размер обуви и вес персонажа. Можно модулировать звук шагов целой группы до 20 человек. Насколько кучно они ходят, синхронно ли и в одинаковой ли обуви. В данном случае полезно все рандомизировать для более правдоподобных результатов. И к слову, чтобы испытать некоторые инструменты в полной красе, лучше управлять с помощью планшета, так как теперь звук может меняться и от силы нажатия пера. Это поможет добавить натуральности звукам. Плюс можно настроить, что будет меняться при перемещении курсора по вертикали и горизонтали, либо просто панорама или высота тона, а может скорость, величина реверберации или что-то другое. Еще в этом модуле можно выбрать поверхность. Интересная фишка. Можно создавать карты, по которым будем шагать, и задать нужные поверхности. А также можно загрузить и свои картинки. Ну а вкладка Weather пригодится для создания погоды, дождя, ветра, града или грозы. Еще можно поработать со звуком листьев, имитировать разные материалы и реверберацию, получая разные комбинации. Начиная от шума листьев на ветру,
разных видов дождя и грозы, даже из-под зонта, заканчивая пещерами и одиночными растениями. Можно выбрать, скажем, стекло и, срезав высокие частоты, переместиться внутрь помещения. А чтобы создать свою погоду, просто инструментом Edit отмечаем область с метеоусловием и выбираем его границы. И затем рисуем. Помним, что в центре области будет наиболее интенсивный эффект. А если надо, чтобы везде звучало одинаково, то просто ставим вот эту галочку. Так мы составляем карту из компонентов и карандашом перетекаем между ними. Все настраивается и рандомизируется. Смотрим дальше. Разработчики из Tsugi также сделали доступным свой инструмент VoiceFX, доступный ранее в других продуктах. Он пригодится для создания, например, голоса робота или монстра и других эффектов с голосом. Есть полезные пресеты для самых частых нужд. Please return to your seat. The game is about to start. This is Police Robot R4583. The number you have dialed has been disconnected. Просто открывайте здесь свою дорожку. В настоящее время абонент не может разговаривать. Ну или выбирайте эффекты и создавайте что-то свое. Их тут солидный набор, начиная от хоруса, компрессора и эквалайзера и заканчивая вокодером, спектральным дилеем и эффектом дроида. На большинство ручек можно назначить LFO или огибающую, и они в свою очередь тоже настраиваются. Также можно привязать управление эффектами к характеристикам самого голоса. Или управлять эффектами с помощью скетчпада. В настоящее время абонент не может разговаривать. Или не хочет. Именно с вами. Едем дальше. Сторонние разработчики могут внедрять свои модели в GameSynth. Например, плагин Engines от компании SDL, основанный бывшим инженером из Yamaha Motors. Это плагин для синтеза различных автомобильных двигателей, от повседневных авто до Формулы-1, мотоциклов и грузовиков. Вообще Engines продается отдельно, но победителю конкурса он достанется тоже. Итак, тут 6 основных типов, а в каждом типе есть еще несколько вариантов двигателя. И каждый звучит по-своему. В общем, выбор хороший. А работает так. Газ в верхней половине скетчпада, тормоз в нижней. Погнали! Мы можем выбрать нейтральную передачу и показывать, будто машина стоит на месте, а можем и поехать. Один раз нарисовав характер движения, можно менять другие параметры, и они тоже запоминаются. Добавим переключение передач. Справа звуковые компоненты двигателей, которые тоже можно редактировать.
Еще в некоторых типах появляется звук проскальзывания шин в зависимости от ситуации. И пресеты, кстати, очень полезны. Тут можно заглянуть в кривые автоматизации и поправить под себя. А если использовать геймсинт для игры, то звуки двигателей могут синтезироваться в реальном времени. В общем, широкое поле для экспериментов. Но еще шире это поле во вкладке Modular. Вот где настоящая лаборатория. Здесь создаются собственные процедурные модели с помощью логических элементов. На данный момент доступно больше 130 элементов, и их количество растет с каждой новой версией. Среди них есть те, что генерируют звуки. Это могут быть самые разные источники. Каждый имеет свои параметры. Можно закидывать и свои сэмплы в специальном модуле. Есть модули эффектов, наподобие тех, что в VoiceFX, но тут их еще больше. Есть модули для управления сигналом, такие как ADSR и арпеджиатор, а есть и для логического программирования. Это настоящий звуковой конструктор. Выстраивайте цепочки и наблюдайте, что получается на любом этапе. Кстати, патчи можно создавать рандомно. Каждый раз получаем нечто непредсказуемое, что может вдохновить на новую идею. А если что-то непонятно, есть подробное описание всего и вся. В пресетах есть основные туториалы. А через Help Center найдете периодическую таблицу, как у Менделеева. Только тут описание модулей с видеопримерами. Здесь же найдутся подробные уроки и советы, которые постоянно дополняются. Тут лежит руководство к программе, а по инструментам Modular, Engines и VoiceFX есть отдельные мануалы, потому как масштаб их возможностей впечатляют. А еще разработчики вместе с программой дают доступ к репозиторию или хранилищу патчей. Они подгружаются из интернета, и в этой версии их уже более 1000 на самые разные темы к разным модулям. Есть поиск с фильтрами, можно искать по тегам. Есть облако тегов. И карта моделей, в которой все подобные звуки расположены рядом друг с другом. А когда нашли нужное, просто корректируйте под свой проект. Это беглый обзор мощного инструмента. Можно зависнуть на каждой модели. Это затягивает, и с этим действительно интересно экспериментировать и изучать звук. Кстати, все инструменты постоянно обновляются, и для владельцев это бесплатно, но победители получат самые новые версии. А теперь подробнее о конкурсе. Итак, для принятия участия в конкурсе нужно озвучить короткую сценку любым удобным для вас способом. Вот так она выглядит. Длится всего 10 секунд. Можно пользоваться любыми инструментами, воплотить любые идеи. Вы можете звуки записывать, синтезировать, использовать любые библиотеки или все вместе. Будет оцениваться не способ саунд-дизайна, не сведение, а все в комплексе. Это ваша идея, ее воплощение, интересные находки, понятность восприятия и общая чистота звучания. Но если вы ищете, от чего можно оттолкнуться, я сам тоже озвучивал эту сцену шаг за шагом. Некоторые сэмплы я записал, некоторые синтезировал, а что-то взял из библиотек. Сейчас я не буду включать результат, чтобы не навязывать вам свои идеи. Мне, конечно, интересны именно ваши находки и решения. Ссылку на скачивание конкурсного ролика я оставлю в описании к этому видео на YouTube. Там же напишу сроки конкурса и другие детали.
А теперь, что, на мой взгляд, здесь самое главное, кроме того, что вы получите новую работу в портфолио. Я подумал, что это может стать отличным способом проявить себя, найти новые знакомства среди коллег или, возможно, даже заказчиков. Поэтому лучшие работы я покажу в отдельном видео с указанием авторов. Большой плюс, если вы вместе с конкурсной работой пришлете какие-нибудь комментарии о своей задумке, об интересных моментах, какие-нибудь видео с процесса работы, что-то захватывающее из закулисья. И обязательно подпишите хоть какие-нибудь контакты, электронную почту, странички в соцсетях, что угодно. Вдруг кто-то из зрителей захочет с вами связаться. В общем, приглашаю всех принять участие. Условия простые, а призы достойные. На этом все. Всем удачи, вдохновения и сочного звука. Пока. Подпишись и поставь лайк. Так больше шансов выиграть. А может и нет. Успехов! Про лайк не забудь.